Урок 1. Дилемма усадьбы. Доброе утро, Анна. Слышали ли вы новости о ферме в будущем? Доброе утро, Джон. Нет, что происходит? У владельцев все в порядке. Не совсем. Судя по всему, им трудно удержать это место на плаву. А нет, это ужасно. Вся семья работала на этой ферме из поколения в поколение. Знаю, очень жаль. Они говорят, что это уже невыгодно. Это так грустно. Не могу себе представить, что им придется бросить семейную ферму. Да, и они говорят, что им, возможно, придется переехать, если ситуация не изменится. Переехать. Но это их дом, где они прожили всю свою жизнь. Знаю, это сложная ситуация. Иногда приходится принимать трудные решения. Наверное, да, но для них это должно быть ужасно. Можем ли мы что-то сделать? Что ж, я подумала, что мы могли бы помочь, чем сможем. Может, купите их продукцию? Отличная идея. Даже такие мелочи могут реально изменить ситуацию к лучшему. Именно так. И кто знает, возможно, мы сможем помочь им найти способ сохранить ферму в рабочем состоянии. Очень на это надеюсь. Эта земля принадлежит их семье уже несколько десятилетий. Потерять ее было бы трагично. Я согласен. Что ж, я зайду туда позже и посмотрю, нужна ли им помощь. Я пойду с вами. Возможно, мы сможем обдумать несколько идей, которые помогут сохранить ферму на плаву. Звучит неплохо. Я рад, что мы можем помочь им в это трудное время. Урок 2. Вас ждут приключения. Привет, Анна. Ты когда-нибудь думала о нашем предстоящем отпуске? Нет, пока нет. Что вы имели в виду? Я открыт для предложений. Что ж, я подумала, что на этот раз мы могли бы попробовать что-то другое. Типа чего? Я всегда готова к новым приключениям. Как насчет поездки на побережье? Мы могли бы заняться сноркелингом и исследовать рифы. Подводное плавание. Звучит потрясающе. Мне всегда хотелось это попробовать. И мы также могли бы посетить некоторые исторические места в этом районе. А, это было бы интересно. Мне нравится изучать местную историю. И, конечно же, нам придется попробовать местную кухню. От одной мысли об этом я проголодался. Я в деле. Отлично, я знал, что вы будете в восторге. Это будет лучшая поездка на сегодняшний день. Не могу дождаться. Когда мы уедем? Мне нужно начать планировать свою одежду. Что ж, я подумала, что мы можем поехать через пару недель, если это сработает для вас. Отлично. У меня достаточно времени, чтобы все подготовить. Звучит неплохо. Я начну бронировать жилье и развлечения. Похоже на план. Я так рада, что это будет приключение. Готов поспорить.
Это будет незабываемое путешествие. Я это чувствую. Урок 3. Покупка сувениров. Хорошо, Анна, скоро наша поездка. Пора начать думать о сувенирах. Да, я так взволнована. Я хочу найти идеальные маленькие сувениры, которые можно привезти домой. Я тоже. Есть идеи, с чего начать покупку сувениров. Что ж, я слышала, что в центре города есть очень симпатичный маленький рынок, на котором можно найти множество уникальных находок. АО, похоже, это хорошее место для начала. Когда вы хотите туда поехать? Как насчет завтрашнего утра? Таким образом, мы сможем не торопиться и насладиться впечатлениями. Звучит отлично. Я готов погрузиться в местную культуру и найти сокровища. То же самое и здесь. Мне нравится ходить по маленьким магазинам и общаться с местными ремесленниками. Я тоже. Это лучший способ по-настоящему ощутить место, которое мы посещаем. Совершенно верно. Кроме того, это идеальный способ найти уникальные сувениры. Определенно. Мне не терпится увидеть, с какими уникальными предметами мы столкнемся. Я тоже. Это будет очень весело. Я готова сделать серьезный шопинг. Ха-ха, тогда ладно. Давай завтра посвятим этому день. Я буду твоим личным помощником по покупкам. Ура! Я начну составлять список вещей, на которые я хочу обратить внимание. Звучит неплохо. Уверен, мы найдем настоящие сокровища, которые можно привезти домой. Урок 4. Запечатление воспоминаний. Привет, Анна. Нам обязательно стоит взять с собой в поездку наши камеры. Да, отличная идея. Я хочу убедиться, что мы запечатлели все удивительные достопримечательности. Совершенно верно. Мы хотим сфотографировать местные достопримечательности, еду, людей. Определенно. И не забудьте сделать несколько откровенных снимков, на которых мы наслаждаемся этим опытом. Несомненно, они станут лучшим подарком на память. Мы можем создать целый фотоальбом. Мне нравится эта идея. Мы даже можем сделать из него небольшой альбом, чтобы запомнить это путешествие. Это прекрасно. Мы можем приложить корешки билетов, карты, небольшие сувениры, которые мы найдем. Да, это сделает его таким личным и значимым. Не могу дождаться, когда смогу все собрать воедино. Я тоже. Будет очень интересно оглянуться на все воспоминания, которые у нас остались. Совершенно верно. И мы можем использовать фотографии, чтобы поделиться нашим приключением с друзьями и семьей. Именно так. Они почувствуют, что они были рядом с нами. Определенно. Я уже представляю себе невероятные снимки, которые мы получим. То же самое и здесь. Это будет путешествие на всю жизнь. Я знаю. Я так рада познакомиться с культурой и запечатлеть все это на камеру. Я тоже. Это будет настоящий взрыв. Не могу дождаться начала. Я тоже.
Это будет лучший сувенир из всех. Наши воспоминания. Не могу не согласиться с этим. Давайте сделаем много фотографий, чтобы это путешествие запомнилось навсегда. Урок 5. Безопасность прежде всего. Привет, Анна. Как ты думаешь, нам стоит взять с собой в поездку какие-нибудь технические средства для безопасности? Отличная идея. Какие технологии вы собирались внедрить? Что ж, я подумала, что портативное зарядное устройство будет очень кстати. А да, таким образом, наши телефоны никогда не умрут от нас. Умное мышление. Именно так. И, возможно, GPS-трекер или локатор, на всякий случай. Отличный звонок. Это даст нам душевное спокойствие, если мы когда-нибудь разлучимся. Определенно. И нам также следует загрузить несколько приложений для перевода. Да, таким образом, мы можем легко общаться с местными жителями. Совершенно верно. Я хочу убедиться, что мы полностью экипированы. Я тоже. Когда мы путешествуем, лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Полностью согласен. Мне бы не хотелось, чтобы что-то испортило наше удивительное путешествие. То же самое и здесь. Давайте убедимся, что у нас есть все необходимое для техники. Звучит неплохо. Я составлю список всего, что нам нужно упаковать. Идеальный. Я рада, что мы так активно заботимся о своей безопасности. Я тоже. С подходящими технологиями у нас все будет хорошо. Именно так. У меня такое чувство, что это будет невероятное приключение. Не могу не согласиться с этим. Давайте убедимся, что мы полностью готовы насладиться игрой. Урок 6. Планирование отпуска. Доброе утро. Анна, вы уже начали планировать наши каникулы? Нет, пока нет. Сначала я хотел узнать ваше мнение о главных достопримечательностях. Ладно, я подумала, что однажды мы сможем пойти на пляж. А да, звучит отлично. А может, день в музее? Конечно, мне бы очень хотелось ознакомиться с их художественными экспонатами. То же самое и здесь. И нам следует зарезервировать день для посещения парка развлечений. Конечно, это будет очень весело. Мы можем покататься на всех американских горках. Именно так. И мы не можем забыть попробовать местную кухню. Хорошие замечания. Нам следует изучить лучшие рестораны в этом районе. Определенно. Нам нужно идти в темпе, чтобы не переутомиться. Ха-ха, правда. Не хочу сидеть сложа рук, чтобы насладиться оставшейся частью поездки. Именно так. Мы также должны оставить место для любых спонтанных приключений. Определенно, это часть удовольствия от отпуска. Мне нравится, как ты думаешь. Спасибо. Хорошо. Позвольте мне начать составлять маршрут. Звучит неплохо. Не стесняйтесь, дайте мне знать, если вам понадобится помощь. Сгодится. Я в восторге от одной мысли о том, как весело мы проведем время.
То же самое и здесь. Это будет потрясающее путешествие. Я это знаю. Я согласен. Мне не терпится оставить вместе невероятные воспоминания. Я тоже. Хорошо, я позволю вам поработать над этим маршрутом. Урок 7. Важность четкой коммуникации. Привет, Анна. Могу я узнать твое мнение о чем-то? Конечно, в чем дело? Я много думала о важности четкой коммуникации. Отличная тема. Я полностью согласен. Это очень важно. Именно так. Недопонимание действительно может вызвать множество проблем. Определенно. Это может привести к недоразумениям и даже конфликтам. Совершенно верно. И я думаю, что нам действительно следует сосредоточиться на этом. Определенно. Четкая коммуникация помогает избежать многих из этих проблем. Именно так. Это способствует пониманию и единству между людьми. Не могу не согласиться с этим. Это важный навык как в личной, так и в профессиональной среде. Совершенно верно. И это то, над чем я действительно пытаюсь работать над улучшением. Отлично. Осознание этого — это первый шаг. Определенно. Есть ли у вас какие-либо советы по улучшению четкого общения? Что ж, я считаю, что активное слушание играет ключевую роль. И внимательно относитесь к своему тону и языку тела. Это отличные замечания. Проверка понимания также важна. Полностью. Задавать уточняющие вопросы можно во многом. Согласовано. И очень важно быть открытым для отзывов. Определенно. Это показывает, что вы готовы учиться и совершенствоваться. Совершенно верно. Я очень признателен, что вы поделились своим мнением по этому поводу. Конечно, в любое время. Я рад, что мы смогли обсудить этот вопрос. Я тоже. Это важная тема, о которой стоит поговорить. Урок 8. Отдых на свежем воздухе. Привет, Анна. Ты в последнее время гуляешь на свежем воздухе? Готов поспорить. Я в полной мере воспользовался хорошей погодой. Отлично. Какими видами активного отдыха вы занимались? Всего понемногу. Походы, езда на велосипеде, даже кемпинг. Ух ты, звучит потрясающе. Я хотела больше выходить на улицу сама. Вам определенно стоит это сделать. Для меня это так омолаживало. Могу себе представить. На природе так спокойно и освежает. Совершенно верно. Это отличный способ восстановить силы и снять стресс. Я слышала, что время, проведенное на свежем воздухе, действительно может улучшить настроение. Определенно. В пребывании на свежем воздухе есть что-то, что поднимает настроение. Это круто. Возможно, мы могли бы как-нибудь спланировать совместный поход.
Мне бы очень понравилось. Мы могли бы прогуляться по новой тропе и взять с собой обед для пикника. Звучит отлично. Я просто в восторге от одной мысли об этом. То же самое и здесь. Нам придется согласовать расписание и воплотить его в жизнь. Определенно. Это именно та мотивация, которая мне нужна, чтобы больше выходить на улицу. Я рада, что смогла вдохновить тебя. Очень важно найти для этого время. Вы правы. Я слишком долго сижу взаперти в помещении. Что ж, сейчас самое время это изменить. Не могу дождаться. Я тоже. Это будет круто. Урок 9. Уделите время себе. Утро. Я заметила, что в последнее время ты выглядишь намного спокойнее. Вы правы. Я действительно стараюсь зарядиться энергией. Приятно это слышать. Чем ты занимался? Просто мелочи, которые помогут мне расслабиться и зарядиться энергией на неделю. Например, что? Мне тоже не помешали бы несколько советов, которые помогут мне снять стресс. Что ж, я стараюсь выделять час или два на каждые выходные. Час или два, да. Чем ты обычно занимаешься в это время? Это бывает по-разному. Иногда я читаю книгу, иногда выхожу на прогулку. Ах, выходить на природу. Это здорово. Бьюсь об заклад. Это очень помогает. Совершенно верно. Удивительно, как много может сделать смена обстановки. Могу себе представить. Какими еще мелочами вы занимались? Кроме того, я уделяю больше времени любимым занятиям, например, рисованию. Живопись, да. Похоже, это очень хороший способ расслабиться. Так оно и есть. Для меня очень полезно просто погрузиться в творческий процесс. Я вижу апелляцию. Наверное, мне стоит самому заняться новым хобби. Я действительно думаю, что вам стоит. Очень важно иметь эту розетку. Вы правы. Я обычно просто работаю, работаю, работаю и никогда не отдыхаю. Что ж, сейчас самое время это изменить. Ваше психическое здоровье скажет вам спасибо. Знаете, вы абсолютно правы. Я сделаю это приоритетом. Я очень рада это слышать. Ты заслуживаешь перезарядки. Спасибо. Я ценю, что вы вдохновляете меня лучше заботиться о себе. Урок 10. Подготовка к приключениям на свежем воздухе. Эй, я хотела у тебя кое-что спросить. Конечно, в чем дело? Тот поход, о котором вы упоминали на днях, все еще продолжается. Абсолютно. Вы заинтересованы в присоединении. Вы это знаете. Мне давно хотелось больше бывать на свежем воздухе. Замечательно. Вы уже начали собирать снаряжение. На самом деле, пока нет. Я надеялся, что вы дадите мне несколько советов. Конечно. Посмотрим. Хороший рюкзак очень важен.
Ах, да, мне определенно нужна новая. Какие-нибудь рекомендации? Что ж, мне очень нравится та, которая у меня есть. Она получила отличную поддержку. Звучит как отличная идея. Мне придется это проверить. И не забудьте также хорошую пару походных ботинок. Верно, хороший звонок. Мои нынешние довольно изношены. На трассах главное — комфорт и сцепление с дорогой. Может, в эти выходные я зайду в магазин под открытым небом. Похоже на план. Дайте мне знать, если вам понадобятся другие советы. Справлюсь. Спасибо, Анне. Я в восторге от этой поездки. Я тоже. Это будет отличная возможность расслабиться. Совершенно верно. Как раз то, что мне нужно для подзарядки батарей. Именно так. Это будет идеальное приключение. Не могу дождаться. Я обязательно запасусь нужным снаряжением. Урок 11. Викинги и Турция. Привет. У меня к вам интересный исторический вопрос. Мне нравится изучать историю. О чем ты думаешь? Знаете, как мы говорили о викингах на днях, Да, я помню. Те норвежские мореплаватели, которые так много исследовали. верно, мне было интересно, дошли ли викинги до Турции? Отличный вопрос. Насколько я знаю, есть доказательства того, что они это сделали. В самом деле, я и не подозревал, что викинги зашли так далеко на юг. Абсолютно. Турция или, по крайней мере, некоторые ее части были в пределах их досягаемости. Увлекательно. Почему они захотели исследовать этот регион? Что ж, викинги были известны своей жаждой новых открытий. Понимаю. И что именно они обнаружили, когда попали в Турцию? Согласно рассказам, они столкнулись с динамичной и процветающей цивилизацией. Ух ты, держу пари. Это стало настоящим культурным шоком для этих норвежцев. Действительно, контраст между обществом викингов и турками, должно быть, был разительным. Могу только представить, оказали ли там большое влияние викинги. В меньшей степени, чем в некоторых других регионах, но они все же наладили торговые связи. Интересно. Мне нужно будет больше узнать о присутствии викингов в Турции. Безусловно, это интересная глава в истории этих мореплавателей. Согласовано. Спасибо, что поделились своими знаниями. Сегодня я узнал кое-что новое. Урок 12. Жуткое развлечение на Хэллоуин. Привет, Анна. Ты с нетерпением ждешь Хэллоуина в этом году. Готов поспорить. Мне нравится наряжаться и праздновать жуткий сезон. То же самое и здесь. Мой брат изо всех сил старается изо всех сил надеть костюм. Правда. Во что он планирует одеться? Скелет. Он работал над костюмом уже несколько недель.
Звучит так круто. Скелеты — классическая одежда для Хэллоуина. Да, ему очень нравится этот жуткий костлявый образ. Уверен, он будет выглядеть великолепно. А как же ты? Какой у тебя костюм? Что ж, раз уж моему брату будет страшно, я решила, что выберу что-нибудь более интересное. А, в чем дело? Не держи меня в напряжении. Я переодеваюсь в невесту. Невеста. Это такой забавный и неожиданный выбор. Знаю, верно. Я подумала, что это будет приятно контрастировать с его скелетом. Мне нравится. Ты будешь так красиво выглядеть в свадебном платье. Это Ха-ха, я лучший вид. уверена, что из меня Хэллоуин получится — это очень возможность необычная невеста. погрузиться в нечто необычное. Именно так. С таким же успехом мы можем повеселиться от этого глупо и жутко. Урок 13. Развитие мира. Привет, Анна. Ты в последнее время следишь за новостями. Вы это знаете. В мире всегда происходит что-то интересное. Полностью. Как частное лицо, я считаю, что все мы обязаны помогать, чем можем. Не могу не согласиться с этим. Даже если наши индивидуальные действия кажутся незначительными, они могут иметь большое значение. Именно так. Возможно, мы и не являемся политиками или мировыми лидерами, но мы все же можем внести свой вклад. Совершенно верно. Что вы делаете, чтобы способствовать развитию мира? Что ж, я стараюсь работать волонтером, когда могу, даже если это всего несколько часов в месяц. Это круто. Каким видом волонтерства вы занимаетесь? Я помогал в местном продовольственном банке, убирал парки и даже строил дома для нуждающихся. Ух ты! Это так замечательно. Каждая помощь действительно важна. Конечно. И это так приятно, понимаете? Вижу, какое влияние вы можете оказать. Могу только представить. Я тоже стараюсь внести свой вклад, но в меньших масштабах. Например, что? Я всегда ищу новые идеи для участия. Что ж, я стараюсь перерабатывать и максимально сокращать количество отходов. Отлично. Каждая мелочь помогает, когда дело касается окружающей среды. Определенно. Кроме того, я стараюсь поддерживать местные предприятия и благотворительные организации. Отлично. Это прекрасный способ помочь своему сообществу. Именно так. Как частные лица, мы, возможно, не сможем изменить мир в одночасье. Но мы, безусловно, можем внести свой вклад в улучшение ситуации шаг за шагом. Урок 14. Бюджетные варианты. Доброе утро! Вы в последнее время искали новую бытовую технику. Вы это знаете. Я ищу новый холодильник. Отлично. Вам повезло найти тот, который соответствует вашему бюджету. На самом деле, да. Я нашел эту отличную модель по разумной цене. Приятно это слышать.
Сколько стоит новый холодильник? Это около $400, что определенно соответствует моему ценовому диапазону. Вау, это очень хорошая сделка. Почему ты выбрал это? Что ж, в нем есть все необходимые функции, а отзывы просто фантастические. Ах, понятно. Похоже, вы провели исследование. Отличный звонок. Определенно. Я хотел убедиться, что получу максимальную отдачу от вложенных средств. Умный ход. Очень важно найти баланс между качеством и стоимостью. Совершенно верно. В наши дни я стремлюсь получать максимальную отдачу от своих денег. Я вас слышу. Ситуация в экономике была непростой, поэтому каждый доллар на счету. Конечно. Вы сами охотились за новыми предметами домашнего обихода. На самом деле, да. Я хочу заменить свою старую кофеварку. А, вы нашли тот, который вам нравится, который соответствует вашему бюджету. Да, мне показалось, что это очень хорошее. Стоит всего около $50. Ух ты, это кража. Что заставило тебя пойти на это? Что ж, в нем есть все необходимые функции, и отзывы отличные. Звучит отлично. Так приятно, когда вы находите высококачественный продукт по разумной цене. Полностью. Мне очень нравятся эти бюджетные, но надежные варианты. Урок Привет, Анна. 15. Ты следишь за Беседа о последними технологиях. технологическими тенденциями. Вы это знаете. Я всегда нахожусь в поиске новейших гаджетов. То же самое и здесь. Вы заметили, что компьютеры стали такой важной частью развлечений в наши дни. Определенно. Достижения в области графики, кино, видео и аудио действительно изменили пользовательский интерфейс. Совершенно верно. Удивительно, как много могут сделать компьютеры сейчас по сравнению с тем, что было всего несколько лет назад. Полностью. Интеграция высококачественных визуальных и мультимедийных материалов сделала компьютеры намного интереснее. Конечно, как будто они превратились в эти иммерсивные развлекательные платформы. Именно так. Граница между компьютерами и традиционными развлекательными средами действительно размыта. Да, просто безумно, как много могут сделать компьютеры в наши дни. Как будто они стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Определенно. Я не могу представить себе жизнь без всех технологий, к которым у нас сейчас есть доступ. Я тоже. Довольно дико думать о том, насколько все это эволюционировало. Совершенно верно. Темпы технологического прогресса просто ошеломляют. Не шучу. Интересно, что будет следующим большим событием в мире технологий? Отличный вопрос. Мне очень интересно узнать, что будет с компьютерами и технологиями дальше. То же самое и здесь. Конечно, для энтузиастов технологий сейчас захватывающее время. Определенно. Мне не терпится увидеть, что ждет мир технологий в будущем. Я тоже. Будет интересно наблюдать за тем,
как все это разворачивается. Урок 16. Практика ведет к совершенству. Доброе утро! В последнее время я много занимаюсь английским. Отлично. Как дела с вашей практикой? Это было очень полезно. Мне кажется, я лучше запоминаю новые слова и фразы. Это круто. Последовательная практика. Ключ к улучшению ваших знаний английского языка. Определенно. Я пытаюсь включить это в свой распорядок дня. Это разумный подход. Небольшие регулярные тренировки могут иметь большое значение. Именно так. Даже 15-20 минут в день со временем суммируются. Полностью. И это помогает закрепить то, что вы узнали, верно? Совершенно верно. Мне кажется, я становлюсь увереннее в своих разговорных способностях. Приятно это слышать. Уверенность в себе очень важна при изучении нового языка. Конечно. Я действительно начинаю получать удовольствие от наших небольших тренировок по английскому языку. Я тоже. Было весело общаться и помогать друг другу совершенствоваться. Определенно. Спасибо, что вы нашли время поработать со мной над этим. Разве Конечно, это не правда? я всегда Я рад все больше и помочь. больше В готовлюсь конце использовать концов, свой английский в практика реальных ведет к ситуациях. совершенству. Это просто фантастика. Я знаю, что вся твоя тяжелая работа окупится. Очень на это надеюсь. Спасибо за то, что вы такой замечательный партнер по практике.